Recording in progress. А есть такое понятие «срединный путь». То есть имеется в виду не физический путь, а образ мышления. Это считается самый сложный способ восприятия мира, мышления, потому что человеку, нашему мозгу точнее, свойственно мыслить крайностями. И это проявляется во многом. Мы и сами можем этого не замечать, если не наблюдать за своими мыслями. Но это, пожалуй, сложная тема. Я хотела лишь сказать, что даже аудитория блога бывает разная в зависимости от посыла каждого видео. Потому что одни воспринимают только, когда ты вещаешь отстраненно философски, и разочаровываются, стоит тебе упомянуть что-то там политическое, даже персонажа какого-то. И наоборот, кому-то неинтересно, если нет жесткой критики разных общественных ситуаций. И редко кто может воспринимать и то, и другое спокойно. Но я не могу делать видео только для оправдания чьих-то ожиданий и набора подписчиков. И для меня лучше, когда кто-то приходит и остается, те, кто более близок по духу, даже если это только 3 человека, и если не задерживаются те, кто привлекся только какой-то одной стороной того, что я говорю. Я даже, бывает, намеренно перестаю что-то говорить или начинаю что-то другое говорить, чтобы избежать этой односторонней кампании. Например, критикуя российский режим в целом, то потом я стараюсь сказать что-то положительное об адекватных людях из России. Но только чтобы удержать эту аудиторию, я не могу говорить лишь о положительном и снова не начать критиковать. И разносторонний человек должен это воспринимать правильно, а не на личный счет. Да, Россию, включая живущих там, давно живущих чеченцев, я критикую за одностороннее мышление. К примеру, с кем-то из знакомых по телефону бывает, разговариваешь и упомянешь без всяких задних мыслей какую-то политическую новость или даже пошутишь. Реакция в ответ бывает всегда такая: только не о политике. Давай, только не будем о политике. И это самая лучшая часть российского населения. О худшей говорить не будем, не формат моего блога. Юнг хорошо в свое время сказал, что в России наиболее сильно преобладает коллективное, бессознательное над индивидуальным. И что от этого они и сами будут страдать, и все, кто с ними соприкасается. Ну а на что надеяться, если даже между собой не хотят проблемы обсуждать? Что за общество может быть? Да, мне тоже до лампочки вообще эта политика вся, это так скучно. Но как же, если хотя бы косвенно не делать что-то созидательное? Я бы тоже закрылась в своем мире приятных собеседников типа Альбера Камю или автора «Алисы в стране чудес», беседами с Катрин Денёв. Да, меня тоже напрямую не интересует политика. Но меня интересует жить по-человечески, где общество развивается. А если вас это не интересует, то так и деградирует общество, когда ни у кого нет желания ничего менять в лучшую сторону. Конечно, желательно нести свое мироощущение большей аудитории.
каждый своими способами, потому что загрязнителей этого мира и так хватает. Важно не то, кто лучше разбирается в политике. И интересоваться политикой не значит становиться депутатами. Важно, чтобы каждый делал то, что помогает сохранить ментальную свободу, какими бы ни были обстоятельства жизни, и какие бы силы ни пытались внушить человеку рабский, подчиненный образ мышления. И делать это можно по-разному. Через слово, через искусство во всех его формах, через науку, через честный, простой разговор. Если продолжать говорить на эту тему, важно ее расширять. Не замыкаться на одном обществе или одном опыте. Потому что от взаимоотношений многих народов часто зависит их судьба. Потому что история 20-21 веков показывает, что жесткие системы, диктаторские режимы и тоталитарные идеологии затронули множество народов и стран. И особенно тяжелое наследие оставили режимы, которые требовали от человека не просто подчинения, а полного отказа от собственного мышления, от сомнений, от внутреннего выбора. И сама я тоже склоняюсь в последнее время к стремлению к хорошим переменам через творческие и образовательные методы. Как говорил Вацлав Гавел в своей книге «Сила бессильных», кстати, очень интересный автор, любой рок-концерт, подписи группы интеллектуалов, любые такие активности могут прорвать безнадежную античеловеческую систему, где бы она ни была. А молчаливое следование системе, даже если ты якобы внутренне не согласен со многим, но для выживания адаптируешься, это помогает существовать таким системам. И не зависит, откуда этот человек, когда у него от природы душа, сердце живые. У нас не раз бывали, да и есть эти примеры печальные, когда, казалось бы, продвинутый грозненский парень подсел на арабскую культуру. Ну и ладно, у всех у нас бывают хобби, я тоже увлекаюсь разными культурами. Но проблема в том, что он искренне считает это чем-то божественным. Ну, интеллект такой оказался у человека, несмотря на грозненскость и современность. Ничего против Востока не имею, не нужно обижаться. Просто я не хочу, чтобы такое тонкое высокомерие Востока приходило ко мне в дом. А высокомерие у Востока действительно тонкое, сразу так и не увидишь. И бывает другой пример, когда из высоких чеченских гор парень присылает свои новые крутые гитарные версии старых чеченских мелодий. Это живой человек в своем мире, он настоящий, и его мир по-настоящему сильный, потому что у него есть стержень.